Всем привет! Сегодня хочу обсудить бездонную тему о выборе сноуборда. Многие райдеры смотрят на профессиональных спортсменов, смотрят на их заряженные доски, думают, сейчас куплю себе такой же борд и также буду кататься. Но так ли это? Сегодня я хочу рассказать про свои сноуборды, про все тонкости выбора сноуборда конкретно под человека. Вы это послушайте и сделайте очень много выводов для себя. Какой именно сноуборд вам нужен и почему вот эти красавчики со мной. Возможно, вы поймете, что вам не нужен сноуборд за 60 тысяч, а подойдет недорогой, но хорошо подобранный под ваши параметры. Мы пойдем также на гору и будем спрашивать людей за их борд. Let's go! I'm uncomfortable with my soul, I'm uncomfortable with my heart, I'm uncomfortable with myself, I'm uncomfortable with my heart, I'm uncomfortable with my thoughts, I'm uncomfortable with my feelings, and sadly I'm uncomfortable with healing. Первый сноуборд из моей коллекции, мой самый любимый, самый универсальный сноуборд, который я когда-либо встречал в своей жизни, это Jones Aviator 2.0, ростовка 162. Обязательно знать надо, мой вес 83, а рост 174. Кстати, хотел сказать, что в конце видео дам прям лайфхаки по выбору сноуборда, дополнительные, которых нигде не рассказывал, поэтому смотрите до конца. Почему я взял этот сноуборд вообще? Чтобы кататься в свече в пухлом снегу. Вы просто представьте мой запрос. Не кататься по трассам, не кататься просто в пухляке. Я его взял, чтобы заниматься и делать фристайл-трюки в пухлом снегу, чтобы я мог приземлиться в свич и спокойно ехать в пухляке. Но меня ждал сюрприз, невероятнейший. Я покатался на этой доске целый прошлый сезон и раскрыл абсолютно весь ее потенциал. Первое, начнем с трассы. Охеренный карвинг. Просто невероятная управляемость, супер классно, никаких нареканий. У доски чистый кембер и небольшие рокеры на носу и хвосте. Она держит склон великолепно. У нее жесткость чуть выше средней. В принципе-то можно работать с ней, да? Не дубовая доска. По кочкам на ней. Нормально все. Если мы говорим про какой-то фристайл на плоскоче, то есть я еду в карвинге, нельзя просто так скучно съезжать. Надо пробовать какие-то баттер-трюки, фристайл-трюки. В принципе, для меня несложно прожимать эту доску. Баттер-трюки, хлоп, поехали. Но у нас остался только фрирайд. Во фрирайде я заехал на этой доске и просто понимаю, что она не тонет. Ну, практически не тонет. Я думаю, ну это невероятно. Это реально самый универсальный сноуборд вообще во всем мире. Вот вы меня спрашивали про это уже каждый раз. Ну вот, я вон конкретно вам даю название этого сноуборда. Но будьте осторожны. У него жесткость выше среднего. То есть, если вы новичок, прям совсем зеленый, вам такая доска точно не подойдет. Почему еще есть другие доски, если это такая великолепная? В ней есть минусы. Первый, один из самых основных минусов, в пухлом снегу она чуть-чуть подтормаживает. То есть, казалось бы, да, мы залетели в пухлый снег, и доска тебя должна ускорять невероятно быстро вперед. Но из-за того, что, скорее всего, у этой доски слишком большой кембер, есть сильное сопротивление в пухлом снегу. И, например, если сравнивать с той же Каруа, Trainfinder, Jones едет не так быстро, как бы немножечко ползет. Это основной минус, который есть в этой доске. Какие еще плюсы у нее есть? Идеально себя ведет на раскатанном склоне, на жестком склоне. Плюс это невероятное вообще изобретение, которое на приземлении дропов впивается в призему просто. Ба-бам! Прям схватилась за пухлый снег и поехала эта доска. Я такого сцепления на приземе вообще нигде не встречал. Именно поэтому на этой доске я прокатался на всех соревнованиях в прошлом сезоне во фрирайде. Теперь вы знаете ответ, друзья. Вот эта доска самая универсальная, которую я пока что встречал. Хотите себе купить такую же, используйте мой промокод Соболев в магазине Кант, ссылочка в описании. А сейчас мы узнаем, на чем катают обычные бордисты, и попросим их пояснить за борт. Так, смотрите, у нас программа называется «Снегоход». Как тебя зовут? О, не, я пошла. Кристина, давай ты мне. Тебя спалили, тебя зовут Кристина. Неправда. Анжела. Анжела? Так, хорошо, Анжела. Расскажи, откуда ты? С Кемерово. С Кемерово, хорошо. Что у тебя за доска? Ламар. Ламар? Для чего ее используешь? Где катаешься? По трассам, фрирайд. В принципе, она у меня уже 8 сезонов, ну, 8 мне сезонов? норм. Нифига себе она у тебя продержалась. За сколько ты ее брала?
вместе с ботами за 7 тысяч с рук. Офигеть! А где ты ее с рук покупала? По объявлению нашла. По объявлению? Да. В Кемерово у вас просто там на этих... На Авито, да. На Авито? Понятно. Все, давай. Хорошего дня. Спасибо. Бэм! Ребятушки, многие из вас покупают и продают сноуборды на Авито. И я хочу рассказать вам, что на Авито есть также раздел «Авито недвижимость». И сейчас там можно найти актуальные скидки и акции от застройщиков. Например, это может быть прямая скидка, подарок. При покупке квартиры это может быть ремонт или паркинг, а также специальные условия по итипотеке. Я предлагаю прямо сейчас выбрать себе квартиру. Зайдем в приложение Авито. Будем смотреть только люксовые хаты 100%. Так, заходим в приложение Авито, переходим в раздел «Недвижимость». Будем искать квартиру в Москве, потому что летом я всегда в Москве нахожусь. Выбираем новостройку, показать 53 тысячи объявлений. Заходим в фильтр, выбираем раздел «Есть акции». Показать 30 тысяч объявлений. Мне нравится, например, Кутузовский проспект. Я там вот жил. В районе Сити тоже что-то интересненькое. Вот есть, ух ты, квартира за 36 миллионов. Причем это какой-то новенький ЖК. Давайте посмотрим. Метро спортивное, друзья мои. Но это просто судьба. Всего лишь 36 миллионов. Пока у меня нет таких денег, но я думаю, что когда-то в этой жизни я смогу заработать на них 100%. Скидка до 15% до Нового года. Причем до 31 декабря. Беспроцентная рассрочка, трейд-ин, можно взять и позвонить. Бэм, все. Можно позвонить застройщику, уточнить по этому варианту. В принципе, мы квартиру не выбрали. Пока у меня, мне кажется, есть на пару квадратов есть денег. Второй свой сноуборд я присматривал исключительно для фрирайда, когда выпадает очень много снега. Почему Jones Aviator 2.0 не совсем для этого подходит? У него хвост довольно большой, сложнее делать терны, они не такие легкие получаются, поэтому мой выбор пал на сноуборд Karoa Transition Finder. К сожалению, его здесь нет, я его сломал. Дальше идет Jones Mindex Finder, который вышел в 2022 году. И вот эта Karoa, это Cave Racer, я его взял протестить вместо Karoa Tranny Finder. Давайте сразу же, вот эту доску во фрирайде я точно использовать не буду. Давайте представим, что это не Cave Racer, а Tranny Finder. Он очень похож даже визуально, даже внешне по форме на Jones Mindex Finder. Они практически в один, поэтому я, кстати, взял Джонса так просто протестить. Мы имеем кембер по всей длине доски практически и рокерный нос. Вот прям вот то, что нам нужно. И короткий тейл. Сама доска по геометрии очень классная, что она ускоряет тебя по пухлому снегу, ты не тонешь и набираешь скорости. Делаешь терны и все в этом духе. Мне на ней нравится кататься в пухлом снегу больше, чем на Джонсе. Она игривая, легкая, не тонет постоянно, на ходах прям движ. Опять-таки, какие у нас есть с вами минусы? Первый минус. Маленький короткий хвост. При приземлении на него доска вылетает. Это один из основных минусов. Второй момент. В свече нельзя покататься в пухлом снегу. Посмотрите на хвост. Можно, если постараться, но по сравнению с Джонсом не такая классная история. Эти сноуборды исключительно нужны мне для супер пухлого паудер-дня, для того, чтобы доска прям не тонула, ездить, кайфовать, балдеть. Кайф рейсер забудьте. Забудьте. Мы, кстати, эту доску разыграем. Она офигенная для карвинга. Я вот на склоне на ней так классно катаюсь вообще. Вот прям по трассе мне супер. Во фрирайде, чуть она тонет, что ли, задняя нога, непонятно. Мне не очень нравится. Поэтому мы ее разыграем в конце декабря. Ребята, кто на ютубе смотрит этот видос, приходите ко мне в Нельзяграм. В Нельзяграм заходите по ссылке в описании к этому видео. И там в розыгрыше участвуйте. Все-таки будет круто. Кажется, я нашел жертву. У нас начинается охота, ведь я только что увидел зайчика. А можно с тобой поболтать? О чем? Мы хотим поболтать о твоем борде. У нас телепередача «Снегоход». Ага. Хотим, чтобы ты Французы рассказала. расписывали. Но мне так в прокате сказали. Да, смотри, какой крутой Дональд Дак. Я понял. Кто-то убивают розового в лесу белку. Это ты? Наверное. Смотри, очень похоже.
Ну ты выбирала сноуборд по цвету, по Ну, внешнему виду. конечно. Все, Да. вопросов нет. Костюм вообще топ. Это зайчик? Это единорог. Друзья, мы не угадали, расходимся. Спасибо. Так, похоже, я встретил своего брата-близнеца. Знаешь ли ты что-то про программу «Дымоход»? Не, Нет? Ну, я не знаю, знаю. Да-да-да. знаешь, да, но у нас программа называется «Снегоход». Поясни за шмот. За шмот все понятно, тут пояснять не надо. да. Поясни за свой борт. Расскажи, что это за сноуборд, какого года? Борт DC вот, года, наверное, 19-го. 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей, хорошо. Как тебе он, нравится или хочешь поменять? Хочу Бёртон взять в следующем году. Бёртон? Да. Зачем? Ну, вот она будет пожестче, посочнее. Посочнее? Да. А Джонс? Ну, не. Нет? Нет. Для лохов. Да, так, для тебя. Все, до свидания. Мы специально сделали этот крупный кадр, чтобы показать вам новую зеркальную линзу у нашей маски. В этой маске уже катаюсь. Пошел 4-й сезон, ребята. Ну, невозможно вообще уже вам рассказывать про эту маску. Кайф обзор, не запотевает, офигенная вентиляция, просто сумасшедший внешний вид. Я тащусь, пищу каждый год, когда вижу себя на фотографии. Покупайте наши маски SSS. Они по ссылочке в этом видео. Можно их заказать и также кайфовать. Есть 3 линзы для солнечной погоды, для пасмурной. Переходите, выбирайте, кайфуйте. Ну что, мы с вами разобрали супер универсальную доску. Разобрали доски для перепаудера пухлого снега. А дальше хочу рассказать про свою карвинговую машину. Взял эту доску специально, чтобы кататься в карвинге, делать резанные повороты, совершенствовать свою технику. Эксклюзивный сноуборд, на самом деле, вы, уверен, про него не слышали. Черный скользяк, белый верх. Называется доска OES. One Edge Style Snowboards. Производят эти доски в Испании. Стоят они настолько дешево. То есть я ценник видел в районе 30 тысяч с чем-то. Ну это просто вообще, как такое возможно, да? Рассказываю. Производители этих досок — это ребята, которые катаются вообще в слаломе. Занимаются слаломом на жестких досках, да? Они начали производить жесткие доски и потом подумали, а может быть сделаем доски для ребят, которые катаются в мягких ботинках. И у них появилась вот такая вот линейка. Эту доску делали жесткие ребята-слаломисты для мягких бордеров, для людей, которые хотят карвинг там изучать. Что у нас получилось? Эта доска супер мягкая. Она, во-первых, твин-тип, 158-я ростовка. У нее продольная жесткость, мягкая. То есть она прям бим-бим. Тейл-пресс, вот здесь фотка появляется. Делайте вообще изи, не задумываясь. Но торсионная жесткость этой доски, то есть если я сейчас вот так ее буду скручивать, она какая-то вообще запредельная. Ну, для меня по сравнению с другими досками. Что это нам дает? Когда я делаю резанные повороты карвинговые с хорошей прям ангуляцией, то есть у меня уже перегрузка, центробежная сила меня пытается из поворота куда-то в стратосферу выкинуть, эта доска реально меня держит. Она якобы заточена для фристайла, но из-за вот того, что торсионная жесткость слишком сильная, я боюсь на ней фристайлить, ребята. Я боюсь, что я на скорости цепану такого конта просто. Бам! Меня прям по щам она накажет рано или поздно. Я ее боюсь. И я на ней катаюсь только в карвинге. Это моя 3-я доска для того, чтобы карвить, делать более техничные повороты. Теперь я вам про нее рассказал. Это OES. Расскажи, что это за доска? Это доска Jones Mild Expander Хорошо, для чего ты ее выбрала? для фрирайда Еще? и катания на трассе. И катание на трассе. Как тебе эта доска? Вообще Расскажи супер. впечатления. Но мне очень нравится. Не знаю, в этом году на другой не каталась, у меня еще Dreamcatcher. А прошлая доска у тебя какая? Dreamcatcher Jones. Jones Dreamcatcher. Да, на этой, мне кажется, комфортно. Это больше нравится? Да. Ну и смотрите, какая красивая с кошкой. Но кошка это уже я сделала. Это уже ты сделала? Да, это Супер. уже как бы кастомная, или как это называется. Тут где-то еще череп должен быть с другой стороны. да. Это то, что будет с кошкой через 15 Да. лет. То, что будет со всеми нами. Все ясно. Ладно, давай, хорошего дня.
Друзья, еще я не подборщик сноубордов, я никого не консультирую по выбору сноубордов. Умоляю, не пишите мне. У нас есть отдельный видео-урок по выбору сноуборда на 1,5 часа. Он находится на канале, можно в описании к этому видео глянуть. Посмотрите его, изучите, а получите ответы на большинство своих вопросов. Привет, Я тебя знаю. Подожди, не убегай. А я тебя не знаю. Как тебя зовут? Юля Откуда ты? из Иркутска. Отлично. Расскажи нам про свою доску. А имеет значение то, что я первый сезон катаюсь? Ничего не знаю. Это Бёртон. Так, хорошо. Где ты Сказали, ее что для покупала? леса не подходит. Это муж мне подарил. А ты в лес собралась уже ехать? Сказали, завтра уже можно. Завтра уже нужно. Завтра уже нужно? Ну, конечно, мы уже сколько ты катаешься в этом сезоне? 3-й день? Сегодня четверг, 4-й. Уже давно, уже вчера. Уже надо вчера надо было идти. Ну, всё. блин, ну ладно. Ну, еще один Всё. денечек. Всё. Давай, хорошего Давай, дня. спасибо. Сейчас хочу рассказать про еще одну доску, которой здесь нет. Ее я использую для паркового катания. Это доска Burton Process. У нее жесткость чуть ниже средней, прогиб кэмбер и небольшие рокера на сей хвосте. Идеальная для парка. Она очень мягенькая, игривая, держит вообще на приземе все хорошо, классно. На ней классно в баттере кататься. Даже карвить на ней можно. В принципе, я это делал, и довольно все просто получалось. Универсальный снаряд, который даже подойдет для новичков, для людей среднячков, если вы хотите в баттере какие-то поделать трюки, если вы хотите в парке покататься. Burton Process просто офигенский снаряд. Я уже, кстати, на процессе очень давно катаюсь именно в парке. Несколько лет, 5-6. Я ее с собой не взял, поэтому вы здесь ее не видите. Что еще хотел сказать? Выделить еще один свой сноуборд, про который я чуть-чуть вам рассказывал. Этот сноуборд также можно использовать для паркового катания и для катания по трассе. Это Burton Custom. Обычный Custom, не Custom X. Несмотря на то, что я уже 2 или 3 раза ломал доску Burton Custom, она великолепная, бог ты мой! Я ее хочу купить опять себе, потому что кататься на ней по трассе и делать баттер-трюки, ну это просто сущее удовольствие. Я не могу на Джоунсе так легко и кататься по трассе и делать баттер-трюки, он жестковат для этого. Я не могу на Оеске то же самое делать, у нее торсионная жесткость сильно большая, я прям боюсь, что контакт цепану. И единственная доска, от которой я просто кончал и кайфовал, это Burton Custom. Она, кстати, подходит тоже для паркового катания. Прорайдеры на Burton Custom катаются все, можете видеть. Идеально тоже для этого подходит. Поэтому также вот эти доски, которые у меня есть, которые у меня были, я про них вам рассказал. Для чего они и нахрена вообще нужны? Ну, конкретно мне. Вам, может быть, под другие задачи. Но я сразу же хочу забежать вперед. Burton Process, Burton Custom. Не покатайтесь вы в пухлом снегу, они будут тонуть. Проверено уже железно. Ребят, не испытывайте судьбу, не экспериментируйте, уже 100%. Будете отсаживать заднюю ногу. Они не будут тонуть, если вот такой будет уклон. Вот такой уклон будет, нормально будут плыть. Но если мы в Шерегеше катаемся, даже какие-то среднячковые маршруты в поляне, будет тонуть. Имейте это в виду. У нас программа «Снегоход». Расскажи, как тебя зовут? Привет, меня Антон зовут. Откуда ты? Я приехал из Соединенных Штатов Америки. Вот так вот, да? Расскажи, что у тебя за сноуборд и сколько он стоит? Слушай, это все прокатное, потому что я не хочу с собой все таскать. Я когда уезжал, продал, у меня прорайдерская доска была, бёртоновская, ботинки. Я все продал, и шлем, и очки. Я все в прокат взял. Ну, как тебе доска? Говно. Я вчера взял... Не показываем доску, это не надо. Я вчера взял ботинки прокатные, боты, чуть не убился на них. Они ботинки не держат, доска вот так вот вся гуляет. Проблема в доске. И в ботинках они, то есть ты пытаешься на консайте, они не держат, у тебя ноги вот так вот проваливаются. Друзья, отличное место для интеграции нашего видео, где мы делали краш-тест самой дешевой доски в России. Да, я его смотрел. Да, ты смотрел? Да, конечно. Так что посмотрите его и сделайте выводы. Проблема в доске или все-таки в райдере? Все, давай, хорошего дня. Все, спасибо. Давайте подведем итоги и еще дам пару советов по выбору сноуборда. У нас есть супер универсальная доска Jones Aviator 2.0, 162. У нас есть доски для перепаудера. Это Jones Mind Expander, 158 ростовка, и Croat Trainee Finder, тоже 158 ростовка. Здесь немножко другая доска. Соответственно, они подходят для перепаудер, и они, кстати, подходят для карвинга вообще супер. И у нас есть еще одна доска OES, третья доска. Для карвинга исключительно я ее использую. Можно на ней делать небольшой фристайл, но это уже для уровня продвинутого. Здесь также нет
моей доски для паркового катания 4-й Burton Process. Также в ту сторону я бы отложил Burton Custom. Эти две доски Burton Process и Burton Custom можно использовать для паркового катания, можно использовать для трассового катания, можно использовать для баттер-трюков на плоскоче. Какой совет могу вам дать? Первое. Если вы новичок, не подойдет вам Jones Aviator 2.0, умоляю вас, друзья, не покупайте ее. Но на всякий случай промокод Соболев в магазине Кант. Ну, жесткая она будет для вас, жестковатая, будет наказывать вас, прям нормально. Если вы ищете доску для паудера, вам не нужно кататься в свече, паудер, карвинг, да вот, ну выбирайте. Karuа Training Finder, Mendex Finder Джонса тоже супер, да? Хотите углубиться в карвинг, вот такая доска. Где-то уровень у вас уже появился, ну вот, например, Jones Aviator 2.0. Почему много досок? Да, почему у меня нет просто Jones Aviator 2.0, там 3 или 4 штуки? Чем выше становится у вас уровень, тем больше потенциал свой вы раскрываете. Чем больше раскрываете потенциал, тем более узконаправленная доска вам нужна под отдельный вид катания. Потому что у вас уровень может быть вот здесь, а доска, она где-то вот будет вот здесь. Вам нужно доску взять более подходящую для того вида катания, которым вы хотите заниматься. И у вас, соответственно, и прогресс попрет. Вот почему у меня так много досок. Я надеюсь, что после этого видео на большинство ваших вопросов ответил. Но если все-таки они еще остались, задавайте их внизу под этим видео. Но не забывайте, друзья, есть видео по выбору сноуборда у меня на канале. Если будете задавать вопросы, ответы на которые есть в том видосе, я буду игнорировать. Имейте это в виду. Я надеюсь, вам понравился видос. Честно, по чесноку признаюсь, я думал, бредовая идея говорить про свои доски. Вот прям вот самое ненужное и неинтересное. Меня почему-то вот несколько человек сказали: блин, классная идея, расскажи. Просто эксперимент, сделал его, снял для вас, классный антураж, елочки в Шерегеше. Ну, короче, пишите, мне интересно, любопытно знать. Всех обнял, всем пока. Увидимся на склоне.